Дорогие мои, и вновь мы в Техасе. И вновь мы в прекрасном городе Форт Уорс. И в этом ролике вы увидите немножко архитектуры, какой-то жизни. Ну и мы побываем в модерн-музее Форт Уорс, который входит в топ мировых музеев современного искусства, а также и в музее не очень современного искусства, но совершенно восхитительного. Все, конечно, хорошо, такая шапка, там все дела. Вот. В машине очень неудобно. Еще водитель говорит, что ничего не видно. Загораживаешь все. Все загораживаю, поэтому реквизит реквизитом. И это все очень прикольно и мне нравится. Но если будете использовать аккуратно, лучше снять. Или машину нужно закрывать. Или другую машину. Так вот у них газоны из кактусовых, наверное, растений. Очень много дубов. Практически все в дубах, в желудях, в белках. О, какая красота. Подходим к знаменитой форт-уорсовской тюрьме. В центре города тюрьма очень прилично выглядит. Напротив колледж, чтобы было видно, если не будешь учиться, чем судьба твоя закончится. Вот хорошо-то в жаркий денек освежить себя у фонтанчика. А вот подходим к Капитолию. В каждом городе есть свой Капитолий. Все они примерно в одной стилистике колониальной, да? Блин, какие улицы кирпичами выстиланы. Вообще здорово, конечно. Город как глубочный. Короче, так это единственная Тверская. BMW. Да. В общем, такой Таймс-сквер в Форт-Уорсе. С такой красотой. Виктория говорит, раньше такого здесь не было, а сейчас... Ну, это вообще, конечно, такая тачечка тут. О, дает. Часы какие красивые. Подходим к знаменитому парку с разными водными штуками, фонтанами. Посмотрите, какой ветер. Говорят, что Чикаго город ветров, а оказывается Форт Уорс тоже. Ну, как развиваются флаги. Форт Уорс, Water-Garden. Сразу такая прохлада, ветра не стало. Очень приятно, много дубов. Их здесь несколько видов растет. Лазурочка в каменных джунглях. Красота какая. Ой, как клево. Такие, знаете, искусственные водопады. Там можно по ним ходить. Имитация горы. Можно забраться. Ну, все, конечно, каменные джунгли стайл. Вот видите, бетон. Но при этом достаточно зелено. И место, куда все туристы ходят. Какой красивый вид открывается. Слушайте, ну до чего отличный музей. Дальше вы увидите. Но в чем еще прелесть? Он совершенно бесплатный. Вот, пожалуйста, нам дали 2 билета, и мы сейчас пойдем окультуриваться. А там есть, поверьте мне, что посмотреть.
какой интересный персонаж. Это очень похоже на ракуна. Они же еноты. Койот. Ну, что похоже. Близко. Какая-то интересная история с газетами, ковбоями. Называется Going Forward, Looking Back. Здесь очень интересное такое наивное детское искусство. Вот. Из тканей. Ну, это что-то похоже на индейские. Альбукерке журнал. Ну, это вот картины на тему петроглифов, которые были найдены. Вообще, конечно, трагедия индейцев – это та еще история, как они истреблялись, как они подвергались геноциду. Вот, пожалуйста. Достаточно символично это все выглядит. Все наши отходы и индийская пирога. Уже современные какие-то вещи, которые интегрированы в это все. Джан Квик Туси Смит. Вот ее автопортрет. Карты Америки, это больше всего знают ее по этим картам Америки. А это самая известная ее работа, получается, да? Вот они, знаменитые бизоны. Они же Баффало, да, Виктория? Да. Это небольшие комиксы. А это прямо опять койотик, судя по всему. Такой братец Лис. А вот знаменитая бегущая. Такая вот лестница. Чудесница. Вигвам индейский. Черепа. Такой вот ковбой. Какая-то обреченность в этой экспозиции. Из металла сделано. Ну, как будто бы трюфельный. Такая вот инсталляция. Причем она, посмотрите, это, во-первых, линия очерчена, нельзя подходить ближе. Она из ламп сделана. И на самом деле нет никаких скрытых смыслов в этой инсталляции, потому что он розовый, зеленый, голубой и желтый. Круговорот Форт Ворса экспозиция называется. Сможем ли мы что-либо тут понять, я не знаю. Но все имеет или свои скрытые, или явные смыслы. Знаменит ли Форт Ворс дынями? Не слышала. Какая красивая транспортное средство. Так, знаете, вблизи, как обычно, непонятно что, а как будто бы мазня какая-то. А вот если долго смотреть, то видны и пропорции, и силуэты, и концепция. Знаете, вот через камеру лучше видно, что на картине, потому что сразу непонятно. А это вот, пожалуйста, видите, белые олени. Это знаменитый техасский красный гранит. Думаю, что это прям арт-объект. Хотя почему нет? Но здесь показано, как его разделяли на более мелкие глыбы. Дальше уже
строили свои красивые здания. А вот знаменитые цветы Энди Уорхола. Ну, все, наверное, его знают. Здесь в прошлом году была больше экспозиция. Так повезло, что не нужно ехать в другие музеи, в Нью-Йорке, например. 72-й год, бронза. Кения, Америка. Борн. Напоминает мне из «Пятого элемента» персонаж. Помните, там была такая? Даже из лежаков сделали такой вот арт-объект. Современное искусство, оно во всем в тот период было свойственно. Такие вот формы искать цветами. То есть абсолютно белые полотна и по краям цвета различные. И вот он, Марк Ротко, он же Маркус Роткович, один из самых известных американских художников-экспрессионистов. К сожалению, многие картины сейчас уехали в Париж на гастроли, и мы многого здесь не увидим. Но фигура достаточно значимая в современном искусстве. Смотрите мой ролик про Париж. Я все-таки попала на эту выставку, о которой говорила, где со всего мира картины на гастроли съехались. Там немножечко моих впечатлений тоже есть. Элизабет Келли, «Спектрум». Тоже знаменитая картина, 67-й год. А это напоминает, конечно же, рыбу. Ну да, явно по сравнению с прошлым годом экспозиция претерпела изменения. Тоже знаменитая картина Энди Уорхола. 25 разных Мэрилин, 62-й год. Привет автопрому. А здесь уже немножко другой Америки. Немножко чернокожей Америки. Более мрачные картины вы видите. Хотя тоже страдались. Ну, такая современная живопись. И вот мы подходим к лестнице, которая уходит в небо. Здесь видите, как все с золотом. Нужно купить Ротко пазл, и будут картины висеть. А можно купить книгу. Такие с индийскими орнаментами тут вещи, но они достаточно дорогие. $50 такой вот платочек. Такие вот носочки $20. Quick to see sweet. Все, что связано с Энди Уорхолом. Такие вот наклеечки Кэмпбелл. Почти $20, плюс налог. А вот пазл. $7. 28 долларов. Вот такие вот Кэмпбелл сумки. А вот тачка клевая. У соседей, он юрист. И она разрисована, как в сериале «Лучше звонить Соулу». Посмотрим, какой ЖД вокзал в Техасе, в Форт-Ворсе. Выглядит достаточно монументально. Пример сталинского ампира, если бы мы были в Москве. Так вот выглядит вокзал. С такими старыми трубами, перекрытиями. Пожалуйста, эволюция железнодорожного транспорта. Все так соответствует своей эпохе. А там вот очень красиво, мозаика на потолке. Но, к сожалению, такое впечатление, что он уже не действует. Билеты можно купить вот в такой аппаратуре. Вот, пожалуйста, здесь видны региональные, локальные, регулярные поезда. Ну и платить можно наличкой, и монетами, и карточками. Ну и судя по тому, что как-то из людей всех на вокзале только мы, вот дядечка сидит,
Явно ЖД-транспорт не пользуется в Техасе популярностью, в отличие от автомобилей. Благодаря тому, что здесь продлили железную дорогу в 1876 году, экономика Техаса и Форт-Уорса поперла в гору. Так что такие дела. Железные дороги, они молодцы. А вот старое здание, которое примыкает к вокзалу, это почта. Сейчас посмотрим, как там внутреннее убранство. Какая красота. Мраморные колонны, резные потолки. Пожалуйста, здесь можно брать всякие конверты. Целый музей получается. Видны вот старые почтовые ящики, весы. Это, наверное, абонентские. Да, почтовые ящики жителей Форт-Уорса. Вот 260 баксов стоит. Самый маленький, а самый большой ящичек, это вот такой, видимо, стоит $720. Выглядит все очень новым, ухоженным. Почтовый ящик. А вот мы идем в знаменитое кафе «Летающая тарелка». А знаменитое это кафе, не кафе, это бар, тем, что если ты напьешь 200 разных пив, то тебя увековечат в такой вот тарелке. И где-то здесь есть тарелка нашего друга Дага. А вот она. Вот это очень вкусное блюдо, жареная картошка, все в сыре, сальса, стейк. Это очень вкусно. Ау! Ау! Ну, эхо есть. Есть, я слышу. А вы слышите? Пишите в комментариях. А уколка выглядит вот так вот. Какая-то проржавевшая сталь. Ну, прикольно. А может, так и надо. Следующий музей. Здесь уже будут давать Микеланджело даже. В Форт-Уорсе, в Техасе. Представляете? Кимбл Арт Музеум. Совершенно бесплатно вход. И здесь вот представлены мировые экспонаты различных эпох. Вот, сказали снимать аккуратно, чтобы люди не попадались. Знаете, такой техасский Эрмитаж практически. Или Лувр. 10-й год до нашей эры. Вот. Будьте любезны. 2-3 век нашей эры. Тоже это все Индия. Представляете, из дерева сделано. Это 1300 и 1375 год. Камакура период. Тоже японская маска. Вот уже Амедео Модильяни. В общем, целая тут неплохая экспозиция эпохи Возрождения. А вот Микеланджело Буонаротти. Интересно, за сколько они ее приобрели? Тут получается уже такая Европа более северная идет представлена. Мадонна и ребенок. Рубенс. Портрет Франциско де Писа. Эль Греко. Рембрандт. Вот специально для канала «Путешествие вкусно», пожалуйста, картина 1787 года Аннабелла Эйр Костер «Макрель». Анри Матисс. Азиатка. Сезанн. Клод Мане. И греющиеся скелеты. Короче, прикольные такие, конечно, в магазинах сувениры. Вот татуировки Фрида Кало. $10. Фрида Кало чаечек, я так понимаю. 14 баксов. Чаечек. Старенький какой мустанг. Пишите в комментариях, какой год это может быть. Ну, это какие-нибудь, наверное, 70-е. Какая красота наверху, а? А там что? Помнишь, я тебе рассказывала, что даунтауном владеет одна семья. То есть этот ресторан уже здесь дофигища времени находится. А сейчас для них аренду подняли, и они сказали, мы
переедем в другое место. А это крутой типа ресторан, да? Ну, давай сходим. Даже у них Сходим. там иногда бывает баффало стейк. А это круто очень. Ну да, Бизон? да. Ой, я бы бизона поела бы. Центрально-техасский билдинг стайл. Чистота практически идеальная. Сингапур бы позавидовал. Типичное течение архитектуры начала 20 века в Форт-Ворсе. Вот, например, вот этот дом строился в 20-е и в 30-е годы. В 40-е уже достраивался. Вот еще образец церковной архитектуры. Техас стайл. Вот еще в таком же стиле здания. Обязательно флаги. Смотрите, сколько желудей. Потому что все вот это вот такие прекрасные дубы. А листья похожи на кленовые. Вот так они вот осень встречают. Владельцы многих домов и пароходов, которые находятся в Форт-Ворсе, вот подарили кусочек земли и такой вот прекрасный памятник сделали. А вообще тут практически весь центр одной семье принадлежит. Поднимают аренду, и старые, привычные горожанам заведения вынуждены закрываться либо переезжать. Первая методическая церковь с колоколами. Ну, на вид. Практически Нотр-Дам-де-Пари. Ну да, выглядит впечатляюще. Форт-Ворс-де-Пари. Похоже на мрамор, но это не он. Такой вот бетон. Но выглядит очень эффектно. Витражные окна. Наверное, внутри очень красиво. Но тут не зайдешь в любое время. Нужно, чтобы была служба. Так просто тут не молятся. Пришли в музей американского арта. Русская семья. На Эллис-Айленд эмигранты. Очень похоже на фотографию, но это не фотография. Лобстер. Вот еще. А вот Техас 38-го года. Еще не застроенный. Такая вот интересная экспозиция. Дерево, пласты дерева. Какие-то там распилы дерева. Скорее всего, когда разбирали, может быть, старые дома, что-то вот такое. И вот он это брал и делал из этого арт-объекта, потому что здесь видно, что что-то разобранное. Ну что, друзья, окультурились, ознакомились, насмотрелись, навпечатлялись, поразились, навспоминались, поделились. И почему-то очень проголодались. И захотелось пасты. Сейчас будем ее готовить. Запах-то какой волшебный. Свежая зелень и огурцы. Чумовой запах. Чеснок в оливковом масле и чили. Теперь туда лангустины. Как это пахнет божественно. Они уже разделены в пачке, да? Нет, не разделены, а просто... Ну, тут понимаешь, да? Делаю еще. Куриный супчик. Слушайте, это потрясающе вкусно. Паста с лангустинами и салат с дрессингом. Блю-чиз. Разрыв рецепторов.